Введение. 12. Факт, доказанный наблюдением и подтвержденный самими духами. Низшие духи часто заимствуют имена известные и почитаемые. Кто, стало быть, может нам поручиться, что те, которые называют себя, скажем, Сократом, Юлием Цезарем, Карлом Великим, Фенелоном, Наполеоном, Вашингтоном и так далее, суть духи, действительно оживлявшие этих личностей? Сомнение это существует и среди некоторых весьма рьяных сторонников спиритического учения. Они допускают вмешательство и проявление духов, но задаются вопросом, какое ручательство можно иметь в достоверности личности этих духов. Контроль, удостоверяющий личность проявившегося, действительно установить довольно трудно. Но если он и не может быть осуществлен столь доподлинным способом, как запись актов гражданского состояния, то его все же можно произвести по некоторым признакам предположительно. Когда проявляется дух человека, которого мы знали лично, будь это родственник или друг, в особенности же если он умер совсем недавно, то, как правило, речь его совершенно совпадает с тем его характером, кое мы за ним знали при его жизни. Это уже один признак достоверности. Но сомнение больше почти непозволительно, когда этот дух говорит о вещах интимного свойства, напоминает семейные обстоятельства, известные лишь его собеседнику. Сын, безусловно, не обманется в речи своего отца и своей матери, ни родители в речи своего ребенка. Иногда при вызваниях этого интимного рода происходят вещи самые захватывающие, способные убедить наиболее закоренелого скептика. Этот последний нередко оказывается буквально напуган неожиданными откровениями, кои ему делаются. Другое весьма характерное обстоятельство является в подтверждении достоверности проявляющихся. Мы сказали, что почерк медиума обыкновенно меняется в зависимости от того, какой дух проявляется, и что почерк этот в точности воспроизводится всякий раз, как тот же самый дух приходит вновь. Много и много раз было установлено, что для лиц, умерших совсем недавно, почерк этот имеет разительное сходство с почерком данного человека при его жизни. Подписи были воспроизведены с совершенной точностью. Мы, однако, далеки от того, чтобы дать этот факт как правило, и в особенности как явление постоянное. Мы лишь упоминаем об этом как о вещи, заслуживающей внимания. Одни лишь духи, достигшие определенной степени очищения, свободны от всякого телесного влияния. Но когда они не полностью дематериализовались, выражение это употребляется ими, то они сохраняют большинство тех идей, склонностей и даже причуд, кое имели на земле. И это еще одно средство опознавания. Но особенно много примет находят в подробностях, обнаружить которые позволяет лишь внимательное и тщательное наблюдение. Можно видеть писателей, обсуждающих свои собственные произведения или учения, одобряющих или порицающих некоторые их части. Другие духи сообщают неизвестные или малоизвестные обстоятельства своей жизни или смерти. Наконец, можно наблюдать такие вещи, кои являются, по меньшей мере, моральными доказательствами идентичности, единственное, на что можно ссылаться пред ликом абстракций. Если, стало быть, тождество вызванного духа может, до известной степени, быть установлено в одних случаях, то нет причин к тому, чтобы оно не могло быть установлено и в других. И если для лиц, смерть которых случилась ранее, нет тех же самых средств контроля, то все же всегда есть контроль над речью и характером, ибо, конечно же, дух человека добра не будет говорить так же, как дух человека порочного или распутного. Что касается духов, кои украшают себя уважаемыми именами, то они вскоре выдают себя речью своей и высказываниями. Тот, кто, назвавшись, например, Фенелоном, стал бы, пусть даже случайно, говорить вещи вздорные и безнравственные, обличил бы тем свой подлог. Если же, напротив того, мысли, выражаемые им, всегда чисты, не содержат противоречий и постоянно пребывают на высоте характера Фенелона, то нет поводов для сомнения в его достоверности. Иначе пришлось бы предположить, что дух, исповедующий одно только добро, может сознательно употребить ложь, к тому же еще бесполезную. Опыт говорит нам, что духи одного ранга, того же характера и одушевляемые теми же чувствами соединяются в группы и семьи.
При этом духам несть числа, и мы далеки от того, чтобы знать их всех. Большинство из них не имеет для нас имен. Какой-либо дух того же рода, что и Фенелон, может стало быть прийти вместо него, и зачастую даже отправленный, уполномоченный им самим. Он представляется тогда под именем Фенелона, потому что подобен ему и может его заменить, а также еще потому, что нам нужно некое имя, чтобы закрепить мысли наши. Но в конце-то концов, какое значение имеет то, действительно ли некий дух есть дух Фенелона? Коль скоро говорит он лишь вещи хорошие и говорит их так, как то делал бы сам Фенелон, это ведь хороший дух. И имя, под которым он дает знать себя, ничего не решает и нередко есть всего лишь средство для достижения ясности. То же самое, естественно, не могло бы устроить в вызваниях интимных. Но там, как мы сказали, подлинность может быть установлена доказательствами, в какой-то степени явными. В общем же, несомненно, замещение духов может дать место множеству недоразумений, и из него могут последовать ошибки и часто мистификации. В этом одна из трудностей практического спиритизма. Но мы никогда не говорили, будто наука – это вещь легкая, не того, чтобы можно было изучить ее играючи, во всяком случае ничуть не более, чем какую иную науку. 13. Никогда не лишне напомнить, что она требует прилежного изучения и часто очень долгого. Если не удается получить факты, то следует подождать, чтобы они представились сами, и нередко они вызываются обстоятельствами, о коих меньше всего помышляют. Для наблюдателя внимательного и терпеливого факты изобилуют, потому что они открывают тысячи характеристических оттенков, кои являются для него лучами света. То же самое и в обычных науках, тогда как человек поверхностный видит в цветке только изящную форму, ученый открывает в нем сокровище мысли.